школажизни.ру. Антон Громиш. Обман под стук колес. Как сохранить деньги в поезде? Мошенничество в поездах особенно привлекательно для преступников. Причем сюрпризы в кавычках могут начаться уже на вокзале. Запоминайте хорошенько. Схема первая. Посредник. Пассажиру, который не смог купить билет, подходит человек. Нужен билет? У меня кассир знакомый. Могу договориться, но надо доплатить. И если сам билет стоит 500 рублей, то с услугами жертва отдаст преступнику рублей 800-900. А главное, отдаст паспорт. Схема вторая. Лжепроводник. Минут за 10 до отправления в вагон входит пара человек в форме проводников. Они собирают деньги за постельное белье, забирают билеты. Позже собранные билеты сдаются в кассу якобы опоздавшим. Без сговора с кассирами тут не обходятся. Чтобы сдать билет, необходимо предъявить паспорт. И приняв такой билет, кассир нарушает должностную инструкцию. Менялы. Они специализируются на размене денег в поездах, следующих в иностранное государство. Поруганная честь. Такие истории случаются с одиноко едущими мужчинами. Мошенниками выступают привлекательные девушки. Начинается все романтично. Мужчина знакомится с женщиной, как правило, в вагоне-ресторане. После трапезы они уединяются в купе, и в этот момент женщина начинает вопить на весь вагон, что ее пытаются изнасиловать. Дабы избежать неприятностей, мужчина отдает несчастной жертве любви энную сумму денег за молчание. Спасибо, что смотрите видео «Школы жизни». Если вам понравился этот видеоролик, пожалуйста, нажмите «Нравится» и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Возможно, им тоже понравится это видео. А также мы приглашаем вас подписаться на новые ролики канала школажизни.ру.